Смех отражался от стен зала, громкий и резкий, когда мужчина в белом кимоно указал на нее с самодовольной улыбкой. Она стояла неподвижно, трясясь не от страха, а от чего-то давнего, глубоко спрятанного. Атмосфера в зале мгновенно смолкла, все ждали легкого унижения. Но никто не ожидал того, что произошло дальше. Эта женщина, которую все каждый день игнорировали как уборщицу, собиралась показать настоящую силу. Силу, не завоеванную медалями или аплодисментами, а выковавшуюся в тишине, боли и годах невидимого выживания. Ее звали Роуз Хьюстон, 42 года, мать-одиночка, пережившая домашнее насилие, уборщица в West Seattle Martial Arts Academy последние 5 лет. Никто почти не знал ее имени. Она приходила до рассвета и уходила после заката, тихо убирая следы пота, пыли и амбиций студентов. Никто не замечал ее усталых рук и длинных рукавов даже летом. 20 лет назад Роуз была перспективной спортсменкой по тэйквондо, готовилась к международным соревнованиям, пока ее муж-тренер не разрушил ее жизнь. Она сбежала с сыном Джейсоном и почти без ничего перебралась в США. Жизнь не была легкая, бумажная волокита, низкооплачиваемая работа, но она не сдавалась. Уборка стала ее рутиной, а спорт – тихой утешительной частью прошлого. Джейсон рос сильным и сосредоточенным, и его мольбы начать занятия в академии она оплачивала из собственных скромных заработков. В день демонстрации Роуз, как обычно, была в тени, протирала полы и двери, стараясь не мешать. Главный черный пояс, Джейк, бывший чемпион штата, показывал свои приемы и, заметив ее в углу, усмехнулся и указал на нее. Комната взорвалась смехом. Но Роуз шагнула вперед. Без слов. Ее движения были тихими, но точными, тело как вода, плавное и опасное. Когда Джейк сделал первый удар, она легко отразила его. Второй, и он уже оказался на полу. Атмосфера стала мертвой тишиной. Она протянула руку, чтобы помочь ему подняться, и его взгляд изменился. Люди начали шептаться, узнавая, кто эта женщина. Она была Джейсоновой матерью. Аплодисменты не были наградой за трюк, а признанием настоящей силы и мужества. Той ночью Джейсон обнял ее крепче, чем обычно. Она лишь улыбнулась, зная, что настоящая история ее жизни важнее, чем слова. На следующей неделе академия предложила ей и сыну стипендию. Старый мастер, наблюдавший за демонстрацией, с уважением пригласил ее вернуться на татами. Сначала она колебалась, но затем согласилась, чтобы снова быть собой, женщиной, которой она всегда была внутри. Роуз тренировалась с Джейсоном и вдохновляла других делиться своими историями. Она показала, что истинная сила проявляется не в ролях и униформах, а в мужестве быть собой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.